Всем привет! Вы на канале In Simple Russian. Меня зовут Ира, и сегодня мы с вами будем читать интересный текст. Текст этот о том, как Россия продала Аляску Соединенным Штатам Америки. Сначала мы этот текст прочтем, а потом отработаем полезную лексику. Кстати, этот текст вы можете найти в приложении для изучения русского языка Readline. Это приложение разрабатывает наша маленькая, но амбициозная команда. Мы с мужем и наша подруга Таня. В нашем приложении вы можете найти интересные короткие тексты на всевозможные темы для разных уровней. Все эти тексты пишем мы с Таней, а Таня к тому же пишет очень клевую познавательную рассылку, которая содержит факты о русском языке и культуре, а также мемы. Подписывайтесь на readline.app и учите русский с интересным контентом. А теперь давайте приступим к нашему тексту. Как Россия продала США Аляску. В 1867 году Российская империя продала Аляску Соединенным Штатам Америки. Эта сделка стала одной из самых крупных в истории России. Продажа Аляски имела ряд экономических и политических причин. В то время Аляска была малонаселенной и труднодоступной территорией, и Россия не могла ее эффективно использовать или защищать. Кроме того, Россия нуждалась в деньгах, особенно после поражения в Крымской войне. Идея продажи Аляски появилась у российского правительства. Госсекретарь США Уильям Сьюарт был заинтересован в покупке. Переговоры прошли быстро, и 30 марта 1867 года стороны подписали договор о продаже. Сумма сделки составила $7,2 миллиона. Многим в США такая сумма, потраченная на ледяную землю, казалась слишком большой. Однако позже оказалось, что покупка была удачной. На Аляске нашли золото и другие полезные ископаемые. Сделка также вызвала споры и критику в российском обществе. Некоторые считали, что продажа Аляски была ошибкой, так как это привело к потере стратегически важной территории. Сегодня Аляска – важный регион для США с богатыми природными ресурсами и невероятно красивой природой. Теперь давайте посмотрим на некоторые полезные слова и словосочетания из текста. Первое слово – покупка. Это слово мы встретили в предложении «Госсекретарь США Уильям Сьюарт был заинтересован в покупке». Со словом «покупка» существует следующие словосочетания: делать или совершать покупки и ходить или ездить за покупками. Например, делать покупки в интернете намного удобнее, чем ходить по магазинам. По субботам мы с семьей ездим за покупками. Следующее слово – продажа. Продажа Аляски имела ряд экономических и политических причин.
Какие есть словосочетания со словом «продажа»? Быть в продаже. Оптовая или розничная продажа. Например, скоро в продаже появится iPhone 17 Pro Max. Есть также слово распродажа, сезонная распродажа и на распродаже. Например, я купила эти ботинки на сезонной распродаже с огромной скидкой. Следующее слово – договор. Переговоры прошли быстро, и 30 марта 1867 года стороны подписали договор о продаже. Словосочетание со словом «договор». Трудовой договор, подписать договор и расторгнуть договор. Например, он подписал трудовой договор с Microsoft и сразу же приступил к работе. Следующее слово – сделка. Сумма сделки составила $7,2 миллиона. Словосочетание со словом «сделка». Заключить сделку, расторгнуть сделку, выгодная сделка, прибыльная сделка и убыточная сделка. Например, в прошлом году мы заключили самую выгодную сделку в истории нашей компании. В тот день трейдер совершил 3 убыточные сделки подряд. И последнее слово – поражение. Кроме того, Россия нуждалась в деньгах, особенно после поражения в Крымской войне. Словосочетание со словом «поражение». Принять поражение, нанести поражение и потерпеть поражение. Например, игрок очень достойно принял поражение в шахматном матче. В 1812 году армия Наполеона потерпела поражение в военном конфликте с Российской империей. У слова «поражение» также есть другое значение. Например, в таких словосочетаниях, как поражение кожи, поражение мозга или поражение печени. Например, чрезмерное употребление алкоголя может привести к серьезным поражениям печени. На этой немного поучительной ноте я прощаюсь с вами. Напишите в комментариях, понравился ли вам этот текст и этот формат, и мы увидимся в следующем видео. Пока-пока!